Уличный стиль долго считали второсортным, вещами с барахолки, а не с подиума. Но один человек перевернул все. Он стер границы между улицей и люксом. Его бренд Off-White стал иконой новой модной эпохи. Как он это сделал, сейчас разберемся. Привет! Ты на канале Ник Тумбаев. Тут мы говорим про стиль, креатив, культуру без пафоса и занудства. Если тебе интересно посмотреть на моду как на социальное явление, а не просто на шмотки, подписывайся и ставь лайк. Для тебя это секунда, а для канала это целый прыжок вперед. Погнали! Off-White невозможно понять без Вирджила Аблоха. Он не пришел из модных школ. По образованию инженер и архитектор. В моде оказался через Канье Уэста. Сначала был арт-директором его туров и обложек. Не дизайнер по бумажке, а по мышлению. Он видел, как построить здание, и также строил свои идеи. Его первый проект – Parents Visions. Он покупал винтажную одежду, ставил на нее лого и продавал в 10 раз дороже. Многие кричали «хайп», «накрутка», но это был концепт. Он играл со ценностью вещи. Показывал суть не в ткани, а в нарративе. Он сразу начал использовать семиотику, визуальные смыслы, кавычки, контекст, узнаваемость. Так начал формироваться его визуальный язык. Прямолинейный, дерзкий, словно вещь говорит сама за себя. Этикетки, кавычки, открытые швы – все работало как маркеры, расставляющие акценты и провоцирующие на переосмысление привычного. В 2013 году появляется Off-White между черным и белым, между уличным и элитным. Название говорит само за себя. Все, что вне рамок, вне категорий. Визуальный язык, индустриальные ремни, бирки как часть образа, знаки и кавычки. Он поднимает на подиум все то, что раньше носили в районе, на скейте или на концерт. И делает это с таким вкусом, что это мгновенно становится новым люксом. Его одежда – это высказывание. Я знаю, что на мне, и я знаю, что ты на это посмотришь. Почему это сработало? Потому что говорил на языке поколения. Молодежь в Тамбр, Инстаграм, ТикТок. Там, где важна визуальность, ирония, скорость. Вирджил делал вещи, как посты. Ты увидел, и она отпечаталась. Цвет, форма, надпись и смысл. Все работало мгновенно. Он не стеснялся простоты. Он не пытался быть сложнее. Он делал вид, что это просто, и в этом был шик. Надпись «For Weekend» на сапогах. Да, и что? Люди покупали, потому что это концепт. Off-White – это философия. Я знаю, что это ирония, и ты знаешь, что я знаю. Абла сделал то, чего раньше не было. Он легализовал улицу в высокой моде. До него уличный стиль считался маргинальным. После него это был новый мейнстрим. Он доказал, что худи – это искусство, если его подать как искусство. Он дал голос тем, кто был снизу, и внес их стиль в топовые дома. Он изменил не только стиль, но и иерархию в индустрии. До него дизайнеры были из Европы, из школ, из высшего круга. Абла пришел с улиц и стал главой Louis Vuitton. В 2018 году Вирджил Аблох становится креативным директором мужской линейки Louis Vuitton. Исторический момент. Впервые афроамериканец возглавляет один из самых элитных домов. Его первый показ – это не просто мода, это культурный момент. На подиуме модели с окраин, музыканты, художники. На заднем плане музыка Канье. Это был момент триумфа, не просто для него, но и для целого поколения. Он показал, что не нужно становиться одним из них, чтобы быть на вершине. Достаточно быть собой и работать мощно. Off-White – это не просто бренд. Это территория, где дизайн становится способом говорить со всем миром. Вместо скучных пресс-релизов, коллабораций, которые сами как манифест, Абла использовал их не ради кассы, а как повод для эксперимента. Nike, Ikea, Rimowa, Mercedes-Benz. Он превращал каждое сотрудничество в высказывание. Особенно с Nike. Он не просто переделал кроссовки, он разобрал их до скелета и собрал их заново. Серия V10 стала культовой. Швы наружу, теги висят и надписи в кавычках. Это уже были не просто кроссовки, а визуальные манифесты. С Ikea все еще проще. Надпись «Keep Off» на ковре. Вроде шутка, а вроде арт-объект. Ты смотришь и не понимаешь. Это ковер, знак, ирония или мем. И в этом весь Вирджил. Он работал как дизайнер, мыслитель и провокатор в одном лице. Каждая коллаборация как новая глава в разговоре о том, где заканчивается быт и начинается искусство. Он не продавал бренды, он размыл границы между вещами, смыслами и восприятиями. Off-White стал именно этим пространством для идей, замаскированным под одежду. Все, что он делал, это была архитектура. Он строил не здания, он строил смыслы, коллаборации, коллекции, показы, визуалы. Это как квартиры его города. Off-White был не брендом, а инфраструктурой, где соединялись уличная культура, арт, технологии и мода. Он говорил, что его вдохновлял модернизм и брутализм, и это видно. В его вещах есть жесткость, структура, ясность, форма, честность материала.
Когда в 2021 году не стало Virgil Abloh, Off-White оказался на перепутье. Но бренд не замер, он стал искать новый голос, не теряя старого духа. Креативным директором назначили Иба Камару, стилиста и художника, который также работал на пересечении моды и культуры. Он сохранил фирменные элементы, кавычки, переосмысленные формы, постороннюю, но добавил новое звучание, больше образности и меньше агрессии. Сегодня Off-White это не просто модный бренд, а культовый код. Он участвует в выставках, поддерживает молодых дизайнеров, остается символом свободы мысли. Вещи по-прежнему дерзкие, но теперь они звучат как продолжение идеи, а не как копия. Наследие Virgil живо, оно в каждой детали, где форма это манифест, а мода это язык перемен. Для меня Off-White это не про одежду, это про мысли, про то, как можно взять шнурки, бирку, кроссовок и превратить это в высказывание, про то, как идея важнее материала. Это была революция и да, местами хайп, но осмысленный хайп, когда за модой стоит история, а за дизайном мышление.